несчастная животина провела всю ночь в этом. Давай, там кукарякай. Давай, говори что-нибудь. Он кукарякал, по-моему, даже сквозь машину больше. Провел, короче, в мешке, в машине, в багажнике. Типа, что его вчера забрали с фермы. Вот, вот тут есть, он дышал. Он что-то разрешается эта жизнь, но сейчас будут есть, потому что завтра. Блин, жалко зелень на самом деле, но таковы правила деревенской жизни. Вот. Ну, конечно, ночь в багажнике в мешке, это не очень по-доброму. Ну ладно, еще. 8 утра, мы уже на заводе. Мне нравится, что мы наконец вошли в правильный ритм. Рано ложиться, рано вставать, как все китайцы. И мы сейчас приехали на завод, на котором как раз будут делать при нас Shen PR в бамбуке. Вот сейчас там уже идет подготовительная стадия. И посмотрим, как же это происходит. Но и заодно немного еще попьем чаечку. У них есть очень неплохой прошлогодний Guofenjai. Вот, попробуем, какой он стал за год. Уже готовится котел, здесь пока только вода пропаривается. Я на самом деле сам еще не видел, как именно это делается, но пока хозяйка пошла срубить свежий бамбук, она уже поставила, значит, тут специальный котел, печка прогревается у них, и вот как-то это используется в производстве PR в бамбуке. Вот, кстати, в принципе, на самом деле тот же самый котел, что и для обжарки, только котел для обжарки вот сделан под углом, а это просто вот котел, как иногда бывает, для готовки даже бывает такое тоже делают. То есть я, на самом деле, именно вот такой котел вижу первый раз, потому что, видимо, до этого я еще не был на производстве, где делают именно PR в бамбуке. Кстати, здесь же еще и делают они блинчики, причем у них вот есть только такой вот ручной пресс, вообще нет механического никакого оборудования. Единственный станок, который есть на заводе, это станок для сминания, жаонен, все остальное у них для ручного. Причем, как я уточнил, тоже только для красного чая, а Shen PR они сминают вручную. Вот, ну вот пресс, обычный камень, как это делали в древности, то есть просто стая кладется, держится немного дольше и все, то есть никакого механического пресса нет. Ну и, собственно, посмотря тут камней, у них буквально, наверное, пара-тройка десятков, то есть очень небольшой объем производства. В принципе, это свойственно таких вот совсем маленьких семейных заводов. То есть тут работают 2 человека, мы с женой и все. Сейчас, пока хозяйка пошла за бамбуком, она нас угостила своим фирменным блинчиком. Вот, ну, как фирменный блинчик, это из махея сырье прошлогоднее, тоучунь, вот, сусью, ручной пресс, как раз на этих каменных камнями прессованы, без участия механики какой-либо. Вот, сейчас попробуем. Кстати, уже он так выглядит, как будто ему как минимум года 3. Вот, поэтому это прошлогодний Shen. Сырье очень красивое, я думаю, будет еще и вкусное. Сейчас подготовили 2 таких вот, можно сказать, бамбуковых заготовочки. Специально внизу, значит, собственно, на месте перепонки, да, чтобы можно было туда впрессовывать чай. Вот, ну и, собственно, высоту можно регулировать. Вот, то есть, например, может быть побольше, поменьше. Сейчас конкретно сделают 2 таких вот бойлера в бамбуке. Посмотрим, как они будут делать их. Этот котел – это на самом деле распариватель, который сейчас на всех заводах при помощи электричества там поддается под давлением пар. А здесь просто обычный котел, сверху под другим котлом, там несколько дырок, полотенчика, и сверху ставится форма. Конкретно сейчас там не форма, там просто как бы то, где можно распарить чай для того, чтобы он можно потом его запрессовать. То есть чай взвешивают, потом ставят вот в этой форме на пар. Под паром он там, сейчас посмотрим, как он там все чувствует. Да, активненько пропарывается, так опускается, становится более гибким, влажным. И после этого, ну, как раз уже все заготовлено для того, чтобы его впрессовать в бамбук.
Ну вот уже готово полностью бамбук у нас получается, то есть все туда упрессовано, вот два таких замечательных изделия. Вот, это еще не все, после этого разводится костер. Сейчас просто мы уже не успеем это сделать, но как бы последняя стадия — это разводится костер, остаются красные угли и кладется на угли непосредственно бамбук и постоянно немножечко так вот поворачивается. Вот, причем надо бывает делать небольшие отверстия в бамбуке для того, чтобы оттуда выходила влага более успешно. Вот. Но за счет этого получается как раз такой необычный вкус. Такой, его еще надо называть кауча. В принципе, подобный кауча делают и просто в рассыпном виде. Такой прожаренный шен-пуэр. Дополнительно уже после того, как он готов, его еще обжаривают. Вот. А здесь получается немного другой способ, но похоже, в принципе, по свойствам чай. Вот. За счет вот такой вот дополнительной стильной температурной обработки, да, вот, получается чай такой довольно мощный и по воздействию, потому что, скажем так, химический состав листа довольно сильно меняется тоже. Вот это очень такой древний, в принципе, способ, то есть делали так чай очень давно. Цели, в принципе, похожи и на те, которые преследовались, когда делали блины. Вот, то есть тоже транспортировать удобнее. Если взять, например, большой бамбук, то туда впрессовать чай. Бамбук сам по себе легкий, вот, и получается, что то гораздо меньше по размеру занимал чай. Кроме того, иногда раньше и после того, как чай уже приготовится, полежит 2-3 года, бамбук раскалывали и просто такие оставались, как бы такие, как туны, да, такие прессованные столбики. Они бывали самого разного диаметра, в зависимости от того, какой бамбук использовали. Еще касательно хранения этого чая, то есть считается, что пить его нужно начинать года через 3. Вот, то есть мы вчера, например, пили 1-летней выдержки, он уже был очень хороший, но после 3-летней выдержки он получается наиболее интересным. Такая вот история с этим бамбуковым чаем, бамбуковым шен-пуэром. Вот, мне очень понравился этот чай, я думаю, что мы тоже потихонечку начнем заниматься им, и что-то такое у нас будет появляться. После того, как проходит финальная стадия хунгана, то есть такой сушки на огне, дословный перевод, получается вот такой цвет у бамбука меняется. Здесь более толстый используется бамбук. Это как раз то, что мы пили вчера. Вот, то есть вот эти 2 отверстия, говорю, что отверстия небольшие делают. Вот, то есть он должен просто становиться таким цветом. После этого, как бы они видят, что да, все, бамбук поменял цвет, то есть он полностью высох. Значит, чай, соответственно, внутри тоже сильно нагрелся. Вот, и все просто кладут на огонь и вот так вот крутят. Причем не на огонь, а именно на угли, такие слабые угли, именно что меньше огня, больше жара было. Вот, и, собственно, после этого все, чай готов, его складывают на хранение. Условия для хранения самые обычные, такие же, как и для шен-пуэра. То есть просто проветриваем какое-то помещение. Обычно как лежит, так и лежит. То есть каких-то специальных там условий, особенно в Юнане, для этого не предусмотрено. Главное, чтобы не было слишком много влаги внешней, да, и чтобы не было каких-то совсем таких ненужных посторонних запахов. Приехали с утра на наш заводик, где мы уже были вчера. Сегодня сборщики начали работать, собирать сырье, погода отличная. И наш хозяин, фермер, объясняет сборщикам нюансы сбора, то есть как, чтобы был правильный флеш собирали, чтобы не брали слишком большой лист. Вот. Но в любом случае потом еще будет отобрано. Вот. И чтобы, когда черенок снимают, если маленький черенок, чтобы не брали плотное основание черенка. Вон такие микронюансы. Сборщики говорят, что мы все знаем, но тем не менее, как бы говорят, что лучше раз но смотреть за всеми нюансами. Даже когда ты уже вроде бы доверяешь человеку, сборщику все равно уже все проверять. Вот, хозяин старается не пропускать ни одного дня в период сбора, обязательно быть на месте и все смотреть. Вот это вот сырье, вот такой вот объем сырья, собирали 2 сборщика уже на протяжении 2 часов. Они работают, то есть вот можно посмотреть, здесь примерно по весу около, наверное, 3-4 килограмм, соответственно, получится меньше килограмма готового чая. Вот так долго нужно работать. Это сырье все сяошу. Вот. Сейчас они начали собирать уже с дашу, с больших чайных деревьев. Внешне, кстати, не очень отличаются, но, как я уже вчера говорил, так как это деревья были подрезаны, вот, то вкус, хоть внешний куст кажется похожим по размеру, вкус и качество сырья очень сильно отличаются.
видели доказательства органичности этой плантации. Вот этот вот большой жук, он конкретно сидит и потихонечку так прогрызает листик. Если бы тут были бы какие-то удобрения, то, собственно, такие жуки, они их очень боятся, и они бы листики эти не кушали. В Юнане обед в фермерском доме. Конкретно сейчас тут будут убивать петуха, который с нами причем путешествовал зачем-то домой довольно долго. Причем его как-то так особый метод, я не знаю, как это делается. Вот так как я петухов не ем, мне специально отдельно приготовили рыбу. Но, в общем-то, тут такая обычная кухонка, причем она такая низенькая вообще даже для меня. Ну, собственно, убили птицу, тут же эту птицу приготовили. Тут же поймали рыбу рядом у соседей, там у них прудик для развода рыбы. Вот такая вот фермерская кухонка. Все сборщики уже пошли обедать. Вот, наверное, после обеда они еще немного поработают, но основную часть работы они на сегодня выполнили. Сейчас работу делает лист сам. Происходит стадия выидеал, выход влаги. Здесь, кстати, разделили две партии. Это дашу с больших деревьев собирали, а здесь сяошу. И, кстати, конечно, в отличие от, например, гушу, да, вот дашу и сяошу внешне отличаются, но не настолько сильно. Вот, потому что если, вот, как мы видели в Инцине, там, да, там прям с гушу, прям лист такой блестящий, вообще абсолютно другая форма, все другое, то есть он очень сильно отличается. Меньше ворсистости, нету белого вот такого вот пушка на почках, конкретно на тех деревьях. А здесь как бы и там, в принципе, они немного похожи, но тем не менее все равно отличаются. То есть здесь вот надо больше прежде всего размером, вот, и немного цветом. Обычно, если сборщики уходят далеко в горы, то возвращаться на обед домой, это, как говорится, ламфейший день, то есть тратить кучу лишнего времени. Вот обычно обед прямо здесь в поле, можно сказать, на ферме. Что-то такое очень простое, что с собой взяли, то и покушали. Вот сейчас они как сидят, отдыхают, кушают. А он ясен, да, нас приглашают даже самих покушать. Я говорю, спасибо, нам сейчас там приготовят. Вот, то есть они сейчас отдохнут немного, пообедают, может после обеда немного там посидят и пойдут дальше собирать, потому что сырье сейчас хорошее, как раз нужно еще поработать какое-то время. Вот. Но, кстати, бывает так, что они работают только первую половину дня, вот, потом дальше уже не собирают. То есть все зависит от того, какой подход у фермера к сбору чая и насколько вообще погода соответствует. Потому что если начинается очень сильное солнце, особенно касается это уже более позднего сезона, бывает, что собирают только утром, вот, а уже во второй половине дня уже чай не собирают, уже только идет обработка. Вот и готов наш обед. Приготовили наши замечательные ребята. Очень вкусно, кстати.
Вообще, как ни странно, ну или даже ничего странного в этом на самом деле. Самая вкусная еда, самая простая. Просто вот все, что здесь растет. Своя капуста, свои огурчики, свой перчик, рыба соседская, петух местный. А вот тебе и весь обед. Надеваем перчатки. Перчатки одевать абсолютно необходимо, потому что очень жарко. То есть я уже пробовал жарить без перчаток, но это надо очень наработанные руки, чтобы это делать. Вот. Сейчас будем жарить в очередной раз за эту поездку. Наш друг меня тоже снимает и показывает сыну в режиме онлайн. Вот. 5 килограмм сырья готово. От сырья ся ушу. А, кай. Сейчас начнем. О, приятный аромат. Сначала сырья очень много. С большим таким количеством надо справляться вдвойне аккуратно. Какой же аромат, а? Вот можно только ради этого вообще приходить. Здесь, кстати, котел здесь гораздо, кстати, больше, немножко под другим углом сделан. Сейчас я вспомню последние уроки, которые я получил в Сигуе и на Дзинсю. То, что, во-первых, не нужно слишком быстро, во-вторых, не нужно слишком медленно. Вот. В-третьих, нужно стараться, чтобы сырье постоянно перемешивалось и обжаривалось равномерно. В-четвертых, нужно стараться держать спину прямой, потому что иначе поясница настанет кранты очень быстро. А это способ нашего тайваньского друга. Вот так вот, кругами. Все еще очень далеко от профессионального обжаривания, но уже хотя бы у меня листья на землю не сыпятся. И вроде бы происходит обжарка. Здесь, кстати, не такой горячий котел. Я спросил, почему. Говорят, что они немножко дольше обжаривают, но сейчас он будет потихонечку температура подниматься. Мастер говорит, устанешь, позови меня. Я говорю, пока вроде нормально. Эти вот температура поднимается постепенно. Во-первых, еще лист сам нагревается. Здесь, надо сказать, котел сделан немного хуже, в том плане, что нужно нагибаться ниже. Он еще немного больше, по другим углом. Реально сложно. Вот у меня я совсем ничего поделал, с непривычки. Уже даже сейчас немного есть боль в пояснице. Но, по крайней мере, не прогнали меня, и то хорошо. Надо сказать, что только кажется это простой работой. Очень непросто. Сложно представить, как он так там 20 подряд штук обжаривает. Ой. Вот эта семечка попалась. Надо выкинуть. Все. Я уже подустал с непривычки. Дам мастеру поработать. Но, по крайней мере, он мне сказал, что у меня получается более-менее неплохо. Основное тут, пожалуй, гунфу — это не только руками правильно двигать, но и чтобы поясница так не болела. То есть научиться держать спину. Говорим о том, что действительно самое сложное — это там, не обжечь руки и не только технология обжарки, а все-таки это чтобы не болела поясница. И что тоже говорит, что вот даже не то, что там новички, а даже мастера, кто как бы вот зима прошла, зимой несколько месяцев чай не обжаривал, спина не привыкла и тоже довольно сильно болит. Вот он говорит, что тоже, говорит, мне тоже тяжело. Я говорю, один раз обжарил, мне нужно отдохнуть как следует, чтобы следующую партию подойти. То есть минимум минут 40, что спина в порядок пришла. Вот, то есть я вот сейчас минут 15 пожарил, вот, если не меньше, и мне так до сих пор побаливает. То есть это нужна сноровка. Но надо сказать, что все-таки, мне кажется, здесь и котел немного сделан не совсем верно, потому что он немножко дальше от края. В большинстве мест, где я видел, он почти у самого края. Плюс
угол наклона и другой. Получается, что им меньше наклоняешься и, соответственно, меньше устаешь. То есть это как бы тоже нужно правильно поставить эту печку. Вот, к тому же размер котла довольно большой. То есть если, например, сделать котел поменьше, где обжаривается не 5 килограмм сырья, а там меньше. Вот, бывает даже и в меньших котлах обрабатывается тоже 5 килограмм свежего листа. Все равно как бы меньше устаешь при том, как если когда правильно котел сделан. Обязательный пункт нашей программы – это эксплуатация всех друзей, кто с нами ездит в путешествия, вот, в целях экономии трудозатрат наших фермеров. Потому что надо же, хоть какая-то польза должна от нас тут быть. Вот мы и помогаем как можем, обжариваем лист. Уже, честно, в финальной стадии. Серег аккуратно, пальцы, краешки именно. Поджигает. Горячо, да? Да. Ну да, но сейчас еще больше разогреется, потому что она еще лист раскаленный. Когда кучка поменьше, ее уже гораздо удобнее орудовать. И тут на этом этапе очень важно обязательно как следует разбивать. В избежание слеживания, в избежание того, чтобы меньше было хуанпена желтого листа в браковке. Ну и чтобы была равномерная прожарка. Ну, кстати, хуанпена сейчас тут довольно-таки заметное количество, потому что работало два непрофессионала, я и Сергей. И это, конечно, видно. Он говорит, что не нужно так спешить, может помедленнее, тогда не так устаешь. Но на самом деле тут еще причина, потому что если слишком спешить, то лист начинает слишком быстро становиться красным. И конкретно по вот этому сырью видно, что здесь обжарка, скажем так, ну неплохая, но так. Нам еще учиться, скажем так. Серега тут придумал обалденный абсолютно способ. Короче, присаживаешься на коленочках, и у тебя позвоночник более прямой. Ты не так устаешь. Главная же проблема в том, что мы слишком высокие. Я смотрю, думаю, как наши китайские друзья так умудряются нормально обжаривать. И говорю, что ничего. Оказывается, все довольно просто. У него просто ниже, и поэтому ему удобнее это делать. Я сейчас присел, так полусогнутых, и меньше гораздо спина болит. Ну, в общем, наш непрофессионализм оправдал. Фермер говорит, что на самом деле то, что так много хуанпена, это не из-за того, что мы там плохо как-то пожарили, а это из-за того, что во время сбора, ну, лист как бы крупно попадается. И скорее это больше от этого. Вот. Ну, будем надеяться. Сейчас уже скоро дожарится все, и мы будем пробовать чай сминать. И после сминания уже, может быть, попробовать даже свежий чай, не дожидаясь его сушки. Вообще, после того, как пообжариваешь, хочется какую-то вот такую позу принять, то есть вытянуть руки, копчик там назад тоже оттянуть максимально и прямой спиной так вот тянуться руками, чтобы позвоночник в порядок привести. В общем, надо одновременно делать такие туры, значит, обжарка чая и тут же йога, значит, для позвоночника. На заметку моему другу Андрею, я ему обязательно предложу это сделать. Тяжелая работа, особенно с непривычки. Вот. Финальные 5 минут делает наш главный мастер. Вот, и да, в общем, скоро будем сминать. Чаек, конечно, очень ароматный. Ты стоишь прям вот. Единственное, что снимает усталость, но главное, что снимает усталость, это этот невероятный аромат чая. Вот, причем он меняется. То есть в момент, когда только-только вот лист в идеал прошел, он уже аромат выделяет после стадии в идеал. Потом, значит, он первый вот, жарко, самое свежее, когда начинается первые минут 5, такой активный прям аромат, влага идет, прям пар от листа. Вот. А потом под конец уже такие тонкие ноты, типа как, например, медовые такие переливы, какие-то цветочные, и они меняются постоянно. Это очень интересно в процессе пребывать прямо в нем. Кстати, что я обращаю внимание, все-таки чай, чайные люди, насколько бы простыми они ни были, все равно у них чувство прекрасного, чувство каких-то тонких таких полутонов, оно развито. Даже несмотря, вот смотришь, вроде бы там он и курит, и очень такой простой мужик, там все у него такое очень банальное, с одной стороны, а с другой стороны, как скажет что-нибудь там, ну вот смотри, вот сейчас вот я вот тут вот покручу, и получается такой тонкий аромат, вот чувствуешь вот эту историю. Я думаю, ну, то есть человек все-таки должен обладать какими-то, вот, скажем так, чувством прекрасного, иначе хороший чай не получится. Подготовил поднос, чтобы свежеобжаренный лист, чтобы сложить. Уже заговариваюсь от усталости. Вот.
И сейчас будем сминать его. Уже почти все. Вот, начали сминание. Как раз такое количество удобное для 2 человек. Но сырье все-таки получилось там неплохое. Очень интересно именно, какой он будет по вкусу, этот чай, потому что в его производстве мы участвовали во всех стадиях. Он говорит, что сминать достаточно 3 раза, то есть вот так вот 3 раза покрутить. Значит, ну, в смысле не 3 раза, 3 круга сделать, а покрутить какое-то время, вот так вот. Потом полностью куча разбивается и снова собирается такой вот шарик. И такими крутящими движениями одновременно и сминает довольно сильно, но не слишком сильно в то же время. Вот, практически так вот, скорее больше чай сам себя давит, чем ты на него. Ну, кстати, интересно то, что я вот эту технологию сминания, на простоту тоже видел в очень разных интерпретациях. Вот. Где-то сильнее сминают, где-то крутят реально долго. Не так вот, как всего 3 раза, как говорит наш друг. То есть чай просто получается разным. Все является правильным. Вопрос того, какой опыт обработки именно этого сырья именно у этого фермера. Ну все, собственно, готово. Еще потом после этого разбивается, еще отдельно отбивается об руки сырье, для того, чтобы листья были не слипшимися, чтобы они, потому что, в принципе, сейчас вот в этом стадии чай довольно липкий. Лист очень много выделилось сока, масел. Такое отбивание делается еще и в том числе для того, чтобы лист был более прямой, такой красивый. Если делать его отбивание, так скажем, продолжительно и качественно, то получается еще более красивый чай на выходе после шайгана. Поэтому подготовка к шайгану — это ничуть не менее важная стадия. После того, как разложили на шайган, в принципе, можно взять какое-то количество чая сразу после сминания на пробу. Я думаю, где-нибудь вот так вот возьмем. Уже можно пить. Сейчас аромат такой вообще стоит одновременно. И аромат котла, и аромат медовый такой немного. И всего понемногу. После шайгана, конечно, ганча, то есть сухой шен уже совсем другой становится. Пойдем попробуем. Ну что же, заварим свежего чая. Только что пожаренного, только что смятого. Настоящий свежий чай — это именно вот такой. Это тот самый чай, который привезти никуда с плантации невозможно. Его только можно попробовать непосредственно здесь. Что мы сейчас и сделаем. По рекомендации наших друзей все-таки добавили мы еще столько же чая туда, потому что свежий лист, он, собственно, не раскрывается, в отличие от уже высушенного чая, поэтому нужно больше класть гораздо его, чтобы вкус дал. Сейчас добавили, совсем другое дело. Очень такой он, в принципе, нежный прям. Чай не похож ни на что на самом деле. То есть у него, ну, похож на чай, конечно же, да, но совсем не то, на что похож бывает обычный шен, который уже приготовлен до конца. Но при этом тоже очень интересно. Жалко, что в таком виде его как бы сохранить нереально. Ну и отдельно надо заметить, что воздействие такого чая, конечно, заметное. Особенно после физической усталости. Все-таки чай же, в принципе, хорошо снимает физическую усталость. А тут мы сейчас поучаствовали в процессе производства, такие все уже, скажем так, поработали. И тут такой чаечек, это бух своего же, который сам пожарил. Сильно.
только наш друг увидел, что мы любим арбузы, решил купить кучу мешков арбузов. Добрались наконец до дома наших фермеров, уже следующих. Вместе с одним другом поехали к его родственнице, которая занимается красным чаем. Ехали весь день, и у нас вечерняя церемония чайная, настоящая китайская чайная, настоящая чадао. Вот у нас гайвань есть, чихэ. Вот такой вот. Сейчас мы познакомимся с чаем сначала. Вот так. О, невероятный аромат. Это шен 3-летней выдержки, который наш друг сам для себя тут проныкал и ни с кем не делится. Ну, немножко положим так. Чуть-чуть. Церемониально. И у нас тут чебань. Сейчас мы в чебань поставим гайвань и заварим нормально. Хотя нет, лучше не так. Лучше прямо так. Без чебани у нас ганпау сегодня сухое заварение. Вот так вот. Yep. В общем, попьем шена, и завтра у нас будет мощный денечек. Мы заказали специально для нас сделать красного чая Диньхуна юннаньского, который в прошлом году у нас был. Назывался Диньхун Наньлухун Ча. И та же самая хозяйка сделала для нас в этом году партию чая. Сейчас будем ее дегустировать. Ну, завтра. А сегодня начнем у нас вечерочек с шена. Очень, конечно, устали, целый день ехали, потому что спуститься с Иу в Пуэр это довольно-таки сложно за один день. Вот, учитывая, что мы сегодня проснулись в горах на плантации. Вот. Это, конечно, было непросто, но такова наша работа. Сейчас уже у нас времени осталось мало, поэтому мы будем переходить из рук в руки, от фермера к фермеру. Вот. Чая нужно еще довольно много найти хорошего, а времени осталось всего 5 дней. Ой-ой. Неплохой шен. О, 你好。喝杯茶。他不喝。啊，他不喝。哦。Наши китайские друзья очень часто рефлексируют и переживают за счет того, что у них какие-то там дома не такие, или как-то все слишком, все такое, все грязное, неаккуратное. Вот постоянно как-то переживают, думают, ты приходишь, ну когда иностранец приходит, думают, что ой, наверное, ему тут не понравится, все пока слишком грязным. Вот. Ну, мы привычные уже, как бы, да. Может быть, каких-то иностранцев это бы удивило. Ну, деревня, дом, какая разница. Вот. Но они очень переживают, приходят каждый день, что мы привычны, нам все равно. На самом деле даже здорово, когда там не какой-то там суперсовременный дом отреставрированный, а такой простой, обычный, что-то такое аутентичное, понятное любому человеку. Вот. Как говорится, в самом бедном жилище иногда кроется самый хороший чаек. Вот. Но это, в принципе, так и оказалось даже в этот раз.